Доброго времени суток, наши дорогие подписчики! С 29 июня по 15 ноября 2024 года нас ожидает транзит ретроградного Сатурна. Примерно 140 дней или 4,5 месяца в году Сатурн пребывает в ретрофазе. Считается, что ретроградная планета становится ближе к Земле, сильнее и ярче. Ретроградность – это всегда про переосмысление любых процессов. И Сатурн, самый глубокомысленный кармический аудитор, посмотрит на нас своим оком, проинспектирует наши мысли, чувства и поступки, и у каждого в своей сфере того дома, где он расположился на этот год, а именно в знаке Водолея. Сатурн настойчиво укажет на те сферы вашей жизни, где нужно преодолеть себя, переосмыслить, что сделано, а что еще нужно докрутить. Заставит мыслить зрело и поработать над собой во благо себя и других людей. Водолей – это прежде всего знак свободы. Ничто Водолей так не ценит, как свободу. Этот принцип распространяется у него буквально на все. Сатурн же – планета ограничений, поэтому он в Водолее может проявляться и как ограничитель свобод, и как разрушитель любых связей. Сатурн либо сплачивает людей вокруг какой-либо идеи, и тогда они создают содружество и заключают соглашение о совместной деятельности, часто научной, либо порождает полный хаос, и тогда рушится все, что когда-то объединяло людей. Ретроградный Сатурн извлечет и устранит ошибки, притянет в вашу жизнь ситуации и людей, с которыми вы приобретете нужный вам опыт. Для вас это не новый опыт, но он нужен для закрепления, поэтому возможно дежавю. Сатурн замедляет все процессы, не из вредности и не для причинения вреда, а исключительно для предъявления кармы. Но работа у него такая. Он беспристрастный воздаятель кармы, он владыка времени и продолжительности жизни. Позитивные или негативные плоды кармы вы получите зависит от положения Сатурна в вашей индивидуальной карте, а также личного планетарного периода. В этот период не рекомендуется браться за новые дела, проекты, сделки, инвестиции, начинать ремонтные работы, регистрировать производство, вступать в кредитные отношения, осуществлять переезд, заключать брак, спорить, ругаться с окружающими, смещать фокус внимания с начатого, нарушать закон, совершать импульсивные покупки, просить о помощи, злоупотреблять алкоголем. Для тех людей, у кого Сатурн в натальной карте ретроградный, наоборот, время очень продуктивное. Эти энергии вам знакомы и можно хорошенько поработать. А теперь прогнозы для всех восходящих знаков сидерического восточного зодиака. Восходящим Овнам транзит Сатурна принесет неожиданные прибыли, увеличение доходов, увеличение влияния на окружение, возможен рост и успех в профессиональной деятельности, повышение квалификации, возникнут долгосрочные перспективы в коллективном сотрудничестве. Вы можете реализовать свои планы, у вас могут исполниться желания, появится стремление руководить, изменятся отношения со старшими родственниками, братьями, сестрами и друзьями. Стоит поберечь колени и лодыжки. Совет от звезд. Добивайтесь признания и лидерства, учитесь сотрудничеству, выполняйте свою деятельность совместно с командой. Тельцам Сатурн даст ощущение уверенности в себе. Ваш девиз «Мне все по плечу», «Я на своем месте», «Я иду верным путем». Возможно, вы найдете новые направления в деятельности или резко смените вид деятельности с успехом для себя. Может появиться много рутинной работы. Вы либо займетесь построением карьеры, либо у вас будут перепады в карьерных достижениях. Вы в этот период ощутите собственную значимость, приобретете новый социальный статус. Берегите спину и колени. Совет от звезд – не бросайте свою деятельность, трансформируйте ее, идите четко и последовательно к своей цели. Даже через препятствия вы добьетесь своего. У близнецов наметятся изменения в области мировоззрения. Появится размышление на тему «Тем ли я хочу заниматься?». На первый план выйдут вопросы духовности, религии. Удача будет зависеть от ранее проработанных жизненных целей. Возможно, вы будете решать какие-то юридические вопросы или совершать сделки.
Вас ожидают поездки, паломничества, встречи с наставниками, благотворительная деятельность. Возможны проблемы со здоровьем у отца, конфликты с руководством или госорганами. Хорошо избавиться от вредных привычек. Берегите здоровье в области тазобедренных суставов, не рискуйте. Ставьте цели на долгосрочные перспективы, выделяйте приоритеты. У раков Сатурн произведет трансформацию сознания. Вы увидите мир в новом свете. Но эта трансформация может произойти через кризис, через нехватку финансового ресурса. Развивайте устойчивость в кризисные времена, укрепляйте психоэмоциональное состояние. Любые виды партнерства претерпят изменения. Возможно получение ресурсов других людей, наследование, содержание мужа, страховки и так далее. Вас ждет познание высших законов, паранормальный опыт, эзотерические исследования, глубокая интуиция и сексуальная энергия. Могут обостриться хронические заболевания, мочеполовая сфера, желудочно-кишечный тракт, зубы, костная система, копчик. Развивайте самостоятельность и не верьте страхам, верьте в себя, не будьте зависимы от других. Львов ждут судьбоносные события в области любого партнерства, будь то брак, бизнес, сотрудничество, может быть развод. Занимайтесь саморазвитием, ставьте цели. Могут быть ограничения в сфере бизнеса. Будьте осторожны в заключении сделок, договоров, соглашений. Возможно ухудшение здоровья у супруга или супруги. Если вы собираетесь в заграничные поездки, то они принесут удовольствие. Возможно обострение заболеваний в области мочеполовой сферы. Развивайте коммуникабельность. Дев Сатурн заставит выполнять рутинную работу. Может возникнуть ощущение тяжести бремени. Могут появиться долги и подчиненное положение. Обострятся хронические заболевания. Хорошее время заняться очисткой организма, йогой, закаливанием, отказ от мясной пищи, вредных привычек. Служите и помогайте людям по мере возможности. Возникнет интерес к философии, психологии, мантрам. Примите судьбу без жалости к себе. Конкуренты и враги могут активироваться. Берегите свое здоровье. Общий иммунитет укрепляйте, желудочно-кишечный тракт, смотрите за ним. Станьте новатором и генератором идей, профи своего дела. Весов Сатурн наградит общим материальным благополучием. Вас ждут благоприятные события в сфере недвижимости, земельные участки, квартиры, транспорт. Возможен духовный рост, творческие успехи, открытие новых талантов. Интеллектуальные знакомства, возможны романы, которые в будущем перерастут в брак. Если вы в детородном возрасте, то возможно у вас рождение детей. Представители этого знака будут беспокоить здоровье детей и их поведение. Не рискуйте финансами, не инвестируйте в сомнительные предприятия. Заботьтесь о здоровье в области желудочно-кишечного тракта, сердца. Проявляйте себя в социуме и занимайтесь творчеством. У скорпионов Сатурн может поспособствовать приобретению недвижимости и ремонту. Возможно смена жилья или переезд в другой город или страну. Спокойствие на ментальном и физическом уровне. Приобретение новых навыков и раскрытие талантов. Возможно проблемы со здоровьем у мамы или долги. Заботьтесь о своей семье, чаще проводите время вместе. Позаботьтесь о здоровье в области грудной клетки. Это сердце, легкие и грудь. Трансформируйте пространство на внешнем и внутреннем уровне для достижения комфорта в жизни. Стрельцов ждут новые связи и продуктивные знакомства. Активные путешествия, командировки, отпуск, много передвижений. Используйте и накапливайте свои ресурсы для реализации желаемого. Ваша сила воли, жизнестойкость, активность в достижении результата будет на высоте. Вы можете найти новые источники дохода. Вас ждет успех в конкуренции и в творчестве. Могут случиться судьбоносные события в отношении братьев и сестер, младших родственников. Берегите здоровье. Руки, шейные позвонки, грудной отдел позвоночника. Ментально не перенапрягайтесь. Будьте коммуникабельны и работайте со множеством задач. Козерогов ждет увеличение доходов, имущества.
В результате ранее приложенных усилий вы также найдете новые источники доходов, но вас может сломить ментальное напряжение и усталость. Употребляйте качественную пищу. Это хорошее время для обучения. Следите за своей речью, она должна быть благостной. Заботьтесь о здоровье в области лица, зубы, мочеполовая сфера. Поддерживайте ресурсное состояние, будьте стратегом. Водолеям Сатурн принесет много ограничений в жизнь. Трансформация будет проходить через кризис. Возможно, судьбоносные события в жизни. Вы будете ощущать внутреннее и внешнее одиночество, самоограничение, заниматься самоанализом. Возможно, долгое путешествие вдали от родины и близких. Занимайтесь йогой, благотворительностью, помогайте людям. Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни. Возможно, обострение хронических заболеваний. Голова, общий иммунитет, все тело. Смягчите отношение к себе и к людям. И, наконец, рыбы могут посетить зарубежные страны, возможно, вынужденная иммиграция. Возникнут ограничения в материальной сфере, долги, потери. Вы почувствуете пробуждение глубокой интуиции, могут быть яркие сновидения. Вас ждет рост в духовной сфере. Занимайтесь астрологией, читайте мантры, практикуйте йогу и медитацию. Хорошо поехать на ретрит в святое место. Занимайтесь психологией, гипнозом, сексуальными практиками. Возможно, обострение хронических заболеваний, изоляция, госпитализация. Берегите ноги, лодыжки, стопы, желудочно-кишечный тракт. Старайтесь не отрываться от жизни, от коллективных процессов. Не относитесь к тратам финансовым и эмоциональным как к потерям. Принимайте судьбу достойно.